Знаете, не хочется ничего записывать, снимать, выставлять, но это уже крик души касаемо наших украинцев. В стране война. Люди бегут за границу. Люди бегут в Польшу, чтобы спрятаться от войны. Мой ребенок, который сейчас находится в украинской армии, я нахожусь в Польше, да, но я тут давно. 2 недели назад я была в Украине. Было все спокойно, тихо. Если бы на тот момент я знала бы, что такое произойдет, я бы не уехала из Украины. Сейчас же я не могу уже туда вернуться. От меня там ничего не зависит. Но люди, которые бегут сюда, как беженцы, отмечу, как беженцы, им предоставляют здесь жилье бесплатно. Да, не апартаменты, как они рассчитывали, не 5-звездочные, сука, отели. Им предоставляют бесплатное питание. Детям предоставляют смеси, памперсы, все, что необходимо детям, женщинам, медикаменты. Волонтеров украинских, так же самое поляков очень много, все поляки, буквально больше даже, чем украинцы, помогают нашим украинцам, предоставляют им крышу над головой. Они крутят носом, они приезжают сюда, думая, что им здесь, блядь, дадут квартиры, что им тут, блядь, дадут денег и будут их содержать тут бесплатно. Да, они делают это все бесплатно. Мы работаем по 12 часов. Мы платим тут за свое жилье. Мы покупаем продукты за свои деньги. Те, кто в Польше, зарабичане. И эти же зарабичане, блядь, помогают своим украинцам, которые сейчас, на данный момент, все идут, бегут сюда. И вы, блядь, недовольные, что вам предоставили не те условия, я в шоке просто. Крутите носом, что у вас одна кухня, сука, на 2 комнаты. Одна кухня на 2 комнаты. Что вас заселяют в хостелы. Вы серьезно? Я переживаю за сына, я переживаю за Украину, я, блядь, не знаю, что делать. А вы что, блядь? Сперва я хочу извиниться за мой русский язык, потому что я не русскоговорящая, но я в этом видео хочу именно разговаривать на русском, потому что я хочу, чтобы меня слышали наши любимые дорогие соседи с Украины. Как мы все знаем, сейчас в Украине идет война. И многие из украинцев сбежали оттуда. Несколько сбежали у нас в Молдавии, несколько в Румынии, но это не важно. Когда украинцы сбежали к нам, или в Румынии, неважно, мы их приняли как наших друзей. Мы им дали все. Покушать, где поспать, где пожить, абсолютно все. И за все это, что мы им дали, они еще не благодарны. Неблагодарные твари, потому что я не знаю, как говорить, и я не знаю, как найти слова для этих людей. Какого черта? Я обращусь к вам. Какого черта мы должны разговаривать на украинском? Какого черта? Это не мы пришли к вам, чтобы мы разговаривали на украинском. Это вы пришли к нам. Какого черта мы должны говорить ваш язык? Был один случай, несколько людей, пацанов, не знаю, мужчины, шли у нас в Молдавии в бар, и там официантка разговаривала с ними на русском, потому что мы не знаем украинский язык, мы в школе учим русский язык. И она разговаривала с ним на русском, и один сказал, типа, какого хуя ты не разговариваешь на украинском? Как бы ты не должна говорить русский, а должна говорить на украинском. И даже хотели эту девушку бить, потому что она не разговаривает на украинском. Где ваша совесть?
Еще раз я извиняюсь за мой русский язык, потому что я не русскоговорящая, но если я бы разговаривала на молдавском, мама мия, что было. Но если вас, дорогие наши друзья, соседи, если вас не устроит в Молдавию, если вам нравятся наши услуги, идите куда хотите. Не тревожьте наших людей и не делайте там бардак, потому что мы вам не обязаны ничего. Вы должны быть благодарны то, что мы вас приняли. А вы нет, вы еще, вам то не нравится, вам это не нравится, мы хотим то, мы хотим это. Ой, будьте людьми. Мы вам, еще раз говорю, мы вам ничего не обязаны. И еще одно. С Украины не сбежали те люди, которые на самом деле нужна помощь, а сбежали те, которые много бабки, те, которые пафосные и не знают, куда деться, что делать, куда нам идти. И еще они неблагодарны, потому что они много хотят, многое требуют. Мы вам ничего не обязаны. Я сейчас дожую. И все всем обязательно расскажу. Короче, в Кишиневе есть такая улица Албишара. На светофоре с Богдан Воевод, кажется. Бадонецку Бадонь. Подъезжаю я к светофору, а меня чуть-чуть тормозят. А тормозят меня так, что меня подрезали. И это был белый крузак на украинских номерах. Я вышел, подошел к нему, постучался в окошко. И говорю, ты, так не камильфо, ты же меня подрезал. На ответ я не услышал ни извините, ни до свидания, ни спасибо. Я услышал просто я спешу. Куда ты, пидор, спешишь? Обратно к себе в Украину? Так это в другую сторону. Второе. Товарищи хохлы, вы в натуре гоните. Это вам не так, то там вам не так, блядь, в нашей стране. Вы, блядь, скажите спасибо, что мы вам вообще восприняли. Вы, блядь, в натуре охуели. У чувака плазму спиздили с хаты, написали русский корабль идет нахуй. У другого чувака, блядь, вообще пиздец, блядь, в квартире что натворили, блядь. Вы тут, бля, на курорте, грубо говоря. За вас все платят, блядь. Сиди, жри, сри и молчи. Но нет. Мы еще фекать умеем. Один хуй доебался до кондукторши в троллейбусе. Какого хуя она с ними разговаривает на украинском? В молдавском городе. Животные вы, блядь, я смотрю нахуй. Вы чё, западенки ебаные, блядь? Я вам скажу, мы вас пиздить скоро начнем. Если вы не прекратите. Хуепуталы вы, вот кто вы, блядь. Мы вам руку помощи тянем, а вы нам такую хуйню творите. Вы знаете, блядь. Нет, блядь. И поебасинку в ответ можно получить. Думайте, что делаете, когда что-то делаете и не думаете. Врубайте мозг. Вы не у себя дома. Здесь можно и отхватить. Наглым образом. Доброй ночи. Чтобы у вас фонарики не выключились. Добрый день украинцам на дорогих автомобилях. Меня попросили ваши же украинцы, волонтеры, я могу сказать ей имя, Надя Сырги, она в регионе Пересечена, и она меня попросила вас, чтобы вы не наглели, и чтобы вы помогали вашим же беженцам. И плюс тому я к вам обращаюсь еще, украинцы на дорогих машинах, что очень многие наши продавцы жалуются, что вы очень неприлично себя ведете. Мы вам ничем не должны, мы вам помогаем, мы вас, так сказать, приютили, мы вас можем накормить, но только не унижайте.
Мы не можем на украинском разговаривать. Мы разговариваем с вами на русском языке, который нас связал всеми в Советском Союзе. Мы не будем учить в Молдавии украинский язык, а мы будем вам отвечать на русском, на молдавском. Сейчас у вас беда, мы стараемся вам помочь. Мы не хотим воевать с Россией. И не тяните нас за собой, пожалуйста. Вот, пожалуйста, смотрите. Я еще раз обращаюсь к вам. Украинцы на дорогих машинах. Вы обнаглели. Полностью и в гостиницах на вас жалуются, и в маркетах, и везде, и на заправках. Вот общался недавно с человеком, который живет в Молдавии. Ну и рассказал мне такую историю. То есть принял он беженцев с Украины. В итоге люди пробыли 3 дня у него. Человек принял, как говорится, как своих, да, там кормил, поил за свой счет. В итоге, что сделали эти люди? Украли последние деньги у человека, которые оставались ему на повседневную жизнь, и свалили. Ну и задаешься вопросом, для чего вы так делаете, ё-моё? Вас принимают, не знаю, чем-то пытаются помочь, от себя дают там кусок хлеба, а вы в итоге делаете такую подляну. Зачем? Чего вы добиваетесь? Чтобы вас весь славянский народ возненавидел? Опомнитесь, люди. Что вы творите, а? Здорово. Дорогие украинцы, привет вам из Молдавии. И просьба тех, кто просит бассейн в 5-звездочном отеле, возвращаться на Припять в Украину. Там можно помыться свободно, без денег. И это, тёлочки кому нужны, ну девочек. Тёлочки тоже есть в Чернобыльской АЭС, там их держат, и, то есть их создают опытным путем, и они плодовитые, они могут рожать. Так что вперед в ЧАЭС за тёлочками. А так всем адекватным украинцам добра и спокойного времяпровождения в Молдавии. Начну з того, що хочу звільнитися за всіх тих українців, моїх земляків, які ведуть себе як бидло, яким ви допомагаєте, яким ми всі допомагаємо, а вони ведуть себе як бидло. Блять, я извиняюся за мат, просто мені вже накипіло. Какого хера? Люди, поляки, в даному случае, я зараз в Польщі, я з Варшави, я ввожу людей, я по Варшаві розвожу людей, я допомагаю фінансово, покупаю їм їду, покупаю дітям сладості, приїжджаю на границю, покупаю сладкі, конфети, шоколадки, роздаю дітям, заправляю машину сам, ввожу людей. А они, сука, говорят, блядь, завези нас в магазин, мы хотим купить покушать. Ага, заезжаем в магазин, сука, они берут, блядь, пиво, водку и, блядь, собираются бухать. Я им говорю, ребята, сука, люди последние вам отдают, нахуй, а вы, блядь, бухаете? Сука, и я все чаще слышу о том, что, блядь, такие люди приезжают. Им, блядь, жилье не устраивает, машина им не устраивает. Одни мне заявили недавно, я говорю, я вас до Варшавы довезу, и все, они, а мы хотим в Берлин, вези нас в Берлин. Вы ебанутые или что, блядь? Сука, если тебя все не устраивает, оставайся нахуй. Нужно было, сука, оставаться в Украине, блядь. Там было идеально. Сейчас бы тебе, блядь, было бы все идеально. Ребята, не будьте быдлом.